Лошадь Пржевальского когда-то широко обитала в степях Центральной Азии. Однако охота и сокращение среды обитания привели к ее исчезновению в дикой природе к 1960 годам. Последние особи остались только в неволе. С тех пор предпринимаются усилия по восстановлению популяций. Реинтродукции проводятся в Монголии, Казахстане и Китае. В 2023 году впервые лошади Пржевальского были выпущены в дикую природу Европы, в Испании, на Иберийском Нагорье, расположенном на границе природного парка Альтохо и гористой Сирании-де-Куэнко. Этот район площадью около 860 тысяч гектар представляет собой смесь степных равнин, каньонов и реликтовых лесов. Благодаря тому, что более половины территории включены в сеть Natura 2000, крупнейшую в ЕС систему охраны биоразнообразия, регион имеет высокий природоохранный статус. Однако экосистема пострадала как от чрезмерного человеческого воздействия, так и от его отсутствия. Проблемы региона. Традиционная охота уничтожала многие виды, а упадок сельхозживотноводства в XX веке привел к сокращению выпаса скота. Население горных деревень резко упало, а пастбища заросли кустарником и молодыми деревьями. Это вызвало рост риска лесных пожаров, такие как крупный пожар 2005 года, сожегший тысячи гектаров. После пожара природа самостоятельно не смогла восстановиться из-за чрезмерной плотности насаждений, которая препятствовала естественному росту растений, а также усиливалась эрозия почв и деградация ландшафта. Зарастание снизило биоразнообразие. Исчезли открытые места обитания для мелких наземных птиц, травоядных и хищников, таких как рысь и барсук. Уменьшилась численность падальщиков, орлов и грифов, что нарушило пищевые связи и ухудшило экологический баланс. Инициатива Rewilding Spain, часть европейской сети, занимается восстановлением дикой природы Иберийского Нагорья. В 2023 году туда выпустили 10 лошадей Пржевальского, а позже добавили еще 16 особей из Венгрии. Сначала животные находились в вольере для адаптации. Здесь им обеспечивали питание, укрытие и ветеринарный контроль. После акклиматизации лошадей выпустили на 5700 га пастбищ и лесов. Первый в Европе случай выпуска в дикую природу этого вида. Зачем нужны лошади Пржевальского для Иберийского Нагорья? Территория заросла деревьями, кустарниками и травой, что увеличивает риск пожаров и снижает биоразнообразие. Лошади — активные потребители биомассы. Они съедают до 40 кг травы в день, объедают побеги кустарников и молодых деревьев. В отличие от овец и коз, они менее избирательны в пище и постоянно перемещаются, создавая мозаичные пастбища с разной высотой зелени. Это способствует сохранению биоразнообразия, создавая условия для обитания разных видов. Копыта лошадей также механически рыхлят почву, улучшая ее структуру и аэрацию, что способствует развитию почвенной микрофлоры и снижает эрозию. Навоз животных обогащает почву питательными веществами, поддерживая ее плодородие. Кроме того, лошади способствуют расселению семян, перенося их с одних участков на другие, способствуя восстановлению растительности даже на деградировавших участках. Помимо лошадей, Rewilding Spain возвращает и других видов. Так, продолжается программа реинтродукции черных и бородатых грифов, которые выступают естественными санитарными очистителями, поедая падаль, сокращая распространение болезней и восстанавливая цепи питания. Восстановление также коснулось иберийской рыси, важного хищника, способного контролировать численность мелких травоядных и укрепить экологический баланс. Перед запуском в природу животные проходят адаптацию, тренируются, охотятся и получают временную подкормку,
пока популяция диких кроликов, основного корма, не восстановится. Таким образом, лошади Пржевальского и другие виды являются ключевыми элементами комплексной стратегии по восстановлению биоразнообразия и экосистемы Иберийского Нагорья. Они помогают бороться с зарастанием, снижают риск пожаров, способствуют плодородию почв и создают условия для возвращения многих видов. Проект также несет социально-экономические выгоды, включая развитие экотуризма и укрепление связи человека с природой.